Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю фриттату с баклажанами и сыром. Блюдо очень простое и получается невероятно вкусное. Готовится очень быстро на сковороде, без лишних хлопот. Подготовлю баклажаны. Порежу их брусочками. Если хотите, баклажаны можно порезать и кубиками. Перекладываю в миску. Солю, перемешиваю и оставлю постоять минут на 10. Так из баклажанов уйдет горечь и лишняя влага, и они не будут впитывать масло. Разбиваю в миску 5 крупных яиц. Яйца солю, но не слишком сильно, так как уже солила баклажаны. Добавляю черный перец, чайную ложку сушеного чеснока и немного орегано, примерно пол чайной ложки. Конечно, соль, перец и другие специи добавляйте по своему вкусу. Перемешиваю. На мелкой терке натру сыр моцарелла. Можно использовать и другой твердый сыр. Отправляю сыр к яйцам. Мелко порежу зеленый лук и небольшой пучок кинзы. Конечно, вы можете использовать любую зелень, какая вам нравится. Добавляю зелень в миску. Через пресс выдавлю 2 зубчика чеснока. И все перемешаю. Получилась вот такая яичная основа для фриттаты. Баклажаны постояли и пустили довольно много сока. Этот сок сливаем. Выкладываю баклажаны на бумажное полотенце. Надо убрать всю лишнюю влагу. Перекладываю баклажаны обратно в миску. Добавляю примерно 2 столовые ложки оливкового масла и перемешиваю. Разогреваю сковородку. Лучше всего использовать сковородку с толстым дном и хорошим покрытием. И в этой же сковороде я буду формовать фриттату. Диаметр сковороды 24 сантиметра. Сейчас буду обжаривать баклажаны. И масло на сковородку я не добавляю. Для баклажанов уже достаточно того масла, которым мы их полили. Обжариваю баклажаны на огне выше среднего, чтобы они подрумянились и стали мягче. Примерно для этого понадобится минут 5-7. Баклажаны обжарились. Плиту пока выключаю. Перекладываю баклажаны в яичную основу. Хорошо все перемешиваю. Снова включаю сковородку. Я готовлю в той же сковороде, в которой обжаривала баклажаны. Добавляю совсем чуть-чуть оливкового масла. И выливаю всю массу в сковородку. Разравниваю. Огонь делаю минимальный. Закрываю все крышкой. И теперь готовлю фриттату на маленьком огне под закрытой крышкой примерно 10-15 минут. Все зависит от того, какую вы используете посуду, какая у вас сковорода, какого диаметра. Периодически я поднимаю крышку и проверяю фриттату. Посмотрите, по краям она уже хорошо схватилась, но в середине еще сырая. Продолжаю ее готовить. И также убираю конденсат с крышки. Чтобы легко было перевернуть фриттату, использую тарелку подходящего диаметра. Смазываю ее растительным маслом. Фриттата уже хорошо схватилась сверху. Теперь надо все аккуратно перевернуть. Накрываю сковородку тарелкой и быстрым движением переворачиваю. Вот такая красавица получается. Сковородку возвращаю обратно на плиту и аккуратно сдвигаю фриттату с тарелки в сковородку. Вот таким образом лопаткой подправляю бока. Теперь фриттату крышкой я уже не накрываю. Огонь можно сделать чуть больше, чтобы снизу поджарилась такая небольшая румяная корочка. И буду готовить фриттату еще примерно 2-3 минуты. Сверху можно слегка присыпать зеленым луком или любой другой зеленью. И сразу горячую фриттату подаем к столу. Она получается очень нежной и мягкой внутри, а сверху с аппетитной румяной корочкой. Готовлю слоеные баклажаны с фаршем и сыром. На мой взгляд, это просто идеальное сочетание. Нежные ломтики баклажанов, ароматный мясной соус и запеченный сыр до золотистой корочки. Ну как же это вкусно!
Обязательно приготовьте и попробуйте. Этот рецепт любой ужин сделает праздничным. А готовится все просто, быстро и без лишних хлопот. Подготовлю баклажаны. Для моего рецепта я использую вот такие небольшие баклажанчики. Если у вас баклажаны большие, их можно нарезать кружочками. Я буду резать в длину. Режу на кусочки толщиной примерно 1 сантиметр. Баклажаны выкладываю на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Присыпаю их солью и перцем. Слегка поливаю оливковым маслом и отправляю их запекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20 минут. Средними кусочками режу 3 зубчика чеснока. Средними кубиками режу помидоры. Кубиками чуть помельче режу болгарский перец. И мелко порежу небольшой пучок петрушки. Можно использовать любую зелень, какую вы хотите. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло, отправляю обжариваться сначала чеснок. Обжариваю буквально в течение полминуты, чтобы он дал свой аромат. Теперь добавляю в сковородку фарш. Я использую говядину, можно использовать любое мясо. Обжариваю фарш на большом огне, чтобы он не пускал сок, а именно обжарился. Солю, добавляю черный перец, добавляю чайную ложку сушеного чеснока, чайную ложку паприки, чайную ложку орегано. Конечно, все специи используйте по своему вкусу. Когда фарш обжарился, добавляю помидоры и болгарский перец. И все тушу до мягкости помидоров, чтобы получился такой соус. Также обязательно добавьте 1 чайную ложку сахара для баланса вкуса. Накрываю сверху крышкой и потушу на небольшом огне примерно минут 10. Конечно, периодически поднимаем крышку и все перемешиваем. Я лопаткой разминаю помидоры, чтобы получился соус. Обязательно попробуем на вкус. Добавляю немного соли. Сейчас крышкой я уже не накрываю. Я хочу, чтобы немного выпарилась лишняя влага. Буквально потушу еще пару минут. Добавляю в сковородку зелень. И моя начинка готова. Снимаю сковородку с плиты. Баклажаны уже запеклись в духовке. И теперь кусочки баклажанов буду чередовать с мясным соусом. Всего у меня будет 3 слоя баклажанов. Сверху на баклажан выкладываю мясной соус. Присыпаю сыром. Я использую сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. Накрываю сверху пластинками баклажана. Слегка прижимаю. И делаю следующий слой. Снова выкладываю мясную начинку, сыр. И снова закрываю пластинками баклажана. Я немного все прижимаю. И теперь осталось сверху выложить последний слой мясной начинки и сыр. Получается такой слоеный баклажан с мясной начинкой. И отправляю все в хорошо разогретую до 180 градусов духовку еще минут на 15. Баклажаны вот так невероятно красиво запеклись. Сверху подрумянился сыр. Конечно, горячими подаем их к столу. Баклажаны получаются невероятно сочные, мягкие, нежные, с ароматной мясной начинкой. Обязательно их приготовьте и попробуйте. Хочу поделиться с вами рецептом простого и очень вкусного салата с баклажанами. Его можно приготовить как к ужину, так и к праздничному столу. В первую очередь подготовлю баклажаны. У меня 2 таких средних баклажана весом примерно 550 граммов. Разрезаю их на длинные брусочки. Перекладываю баклажаны в миску. Добавляю полную чайную ложку соли. Перемешиваю. Оставляю баклажаны постоять минут на 15. Так из них уйдет горечь, если баклажаны горькие, и потом они не будут впитывать в себя много масла. Баклажаны постояли и пустили вот так достаточно много сока. Сейчас я их отжимаю.
добавляю 2 столовые ложки растительного масла. И сегодня баклажаны я буду обжаривать на сковороде. Также их можно и запечь в духовке при температуре 180 градусов примерно полчаса, чтобы они стали мягкие и подрумянились. Я баклажаны буду обжаривать на сухой сковороде с толстым дном. Отправляю сразу примерно половину баклажанов. Я не выкладываю все баклажаны, чтобы они не тушились, а именно как бы запеклись. И таким образом обжариваю баклажаны на огне чуть выше среднего, чтобы они подрумянились и стали мягче. В летнее время, когда не хочется включать духовку, конечно, лучше всего обжарить баклажаны именно на сковороде. Перекладываю их в миску и обжариваю вторую партию. Сейчас я их оставляю остывать, а сама подготовлю другие ингредиенты. Одну среднюю красную луковицу порежу перьями. Лук я замариную, тогда из него уйдет горечь, и он будет очень вкусный. Выдавливаю в лук сок лайма, конечно, можно использовать и сок лимона. Мне понадобится примерно 2 столовые ложки. Добавляю примерно пол столовой ложки сахара и четверть чайной ложки соли. Перемешиваю. Оставляю таким образом лук постоять примерно 5 минут. Средними дольками порежу помидоры. Они добавят сочности салату. Добавляю их в миску к остывшим баклажанам. Режу яйца. Мелко режу небольшой пучок укропа. Конечно, вы можете использовать и другую зелень. Натру на мелкой терке большой зубчик чеснока. Лук постоял и хорошо промариновался. Добавляю его в миску. Вот этот сок, который здесь образовался, я не добавляю. Мой салат я заправляю домашним майонезом. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Мне понадобится 2-3 столовые ложки. И хорошо все перемешиваю. Обязательно салат попробуйте на вкус, чтобы хватало соли. И также я добавлю немного черного перца. И добавляю немного соли. Перемешиваю. И салат готов. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита!